Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами народные приметы на 26 октября. Поговорим о церковном календаре, поговорим об иконе Божьей Матери, которую чествуют в этот день, 26 октября. Также уделим внимание тому, что можно и чего нельзя делать в этот день, 26 октября. Далее, друзья, все более подробно. 26 октября православная церковь чтит память мучеников Карпа, епископа Феотирского, диакона Попилы, сестры его Агафоники и мученика Агафодора. Святой Карп был родом из города Пергама, расположенного в Малой Азии. Он был назначен епископом Феотира. Это город, который расположен к юго-востоку от Пергамона. К Карпу приходило много людей, которые, слушая его проповеди, укреплялись в вере и крестились. Недруги сообщили властям о Карпе и о его помощнике и друге Попиле. Святых схватили и подвергли унижениям и пыткам. Их раздели, заковали в железные цепи и нагими повели по улицам города. Затем привязали к лошадям и поволокли из Феотиры в город Сарды, а оттуда в Пергам. Мучеников били железными прутьями, бросали в раскаленную печь и спускали на них медведицу. За Попилой и Карпом добровольно последовали Агафоника и Агафодор. Сардака Агафодора забили насмерть бычьими сухожилиями, а остальным мученикам отрубили головы. Почти 100 лет спустя святая Елена, мать римского императора Константина I, построила в Константинополе монастырь во имя Карпа и Попилы. Также 26 октября мы все с вами отмечаем великий праздник Иверской иконы Божьей Матери. Эта православная икона почитается как чудотворная. На ней изображена Дева Мария с младенцем. Оригинал иконы находится в Иверском монастыре в Греции. В 1648 году список с Иверской иконой Божьей Матери был доставлен в Москву, где был торжественно встречен. А вот в 1669 году он был поставлен у триумфальных Воскресенских ворот Китай-города. Для образа был построен небольшой деревянный сарай, а позже вместо него была построена часовня. В 1791 году архитектор Матвей Казаков перестроил часовню, но после разорения 1812 года часовня была восстановлена как памятник победе над Наполеоном. В 1929 году ее разобрали, а через 2 года снесли Воскресенские ворота. И только в 1994-1995 годах ворота часовни были восстановлены. Поэтому в этот день все мы с вами ежегодно 26 октября чествуем Иверскую икону Пресвятой Богородицы. И вы знаете, 26 октября мы все вспоминаем о чудотворной иконе, которую мы еще называем как привратница или вратарница. И согласно преданию, образ воспроизвел евангелист по имени Лука. Однако не только в этом ценность этой иконы. По легенде, еще в IX веке одна жительница Никеи, желая спасти лик Богородицы от иконоборцев, опустила икону в море, где она хранилась в течение аж 2 веков. А через 2 столетия изображение Божией Матери заметили монахи Иверского монастыря. Тогда преподобный Гавриил Святогорец по указанию Девы Марии прошел водой к иконе и перенес ее в монастырь. Однако утром лик обнаружили над воротами помещения. Монахи восприняли это как знак и отнесли икону снова в воду. В настоящее время икону мы все называем Иверской, потому что она хранится на территории Иверского монастыря в Греции на священной горе Афон.
Иверской иконе Божьей Матери во все времена молились об избавлении от различных бытовых невзгод и об утешении в горе. Также в молитвах просили защиты от пожара и об умножении плодородия земли. Считается, что икона предскажет конец света и второе пришествие Спасителя. Когда она покинет Святую Гору, тогда служители монастыря обязательно должны уйти с Афона, так как это и будет знаком второго пришествия Иисуса Христа. В народном календаре 26 октября назвали следующим образом: День Агафона, Агафонов день, Карпия Агафоника, банный день или банное обиходье. И суеверные наши предки на эту дату опасались разгула нечисти. По поверье, в этот день она активизировалась, а потом на зиму уходила в спячку. Поэтому 26 октября наши предки устраивали банный день, а потому именно так впоследствии стали именовать праздник. Говорили, что подливая настой целебных трав и пропариваясь с помощью веника, можно так было избавляться от болезней, укреплять здоровье, что и позволяло пережить суровую зиму без болезней. Очень часто 26 октября парили в бане людей, больных падучей эпилепсией, как мы уже с вами знаем уже в современном мире. Верили, что в бане живет травяной дух, который помогает преодолеть эту хворь. В народе поговаривали, что банный дух – это существо, которое никогда не показывается человеку, но может напомнить о себе шумом. Банный дух прогоняет посетителей, которые ему неугодны, может стучать и даже бросаться камнями в человека. Также верили, что банного духа можно увидеть, если он обратится, например, в зайца, собаку, кошку, веник или даже в лягушку. Называли его банником и поговаривали, что он тоже любит купаться, делая это обычно в 3-й, 4-й и 7-й пар, то есть после 2-3 смен людей, которые побывали в бане. Обычно оставляли для банника воду, веник и мыло на ночь, чтобы он мог спокойно попариться. Сами же крестьяне избегали ходить в баню ночью и после захода солнца. Никогда не оставляли в бане никаких икон, а мылись, предварительно сняв нательный крест. Наши предки старались входить в баню с оглядкой, а при входе просили разрешения у банника, извиняясь, что потревожили его. В этот день, 26 октября, в старину было заведено ходить в храм, а после уже топить баню. Париться приходили даже больные люди. Пращуры верили, что банный дух 26 октября не только очистительный, но и целебный. Существовала также традиция идти в баню с травяными настойками, которые расставляли по углам. Считалось, что целебные снадобья дадут защиту на целый год и укрепят здоровье. По традиции в этот день устраивали омовения, посиделки, которые были схожи с обрядами. В этот день люди проводили баню в порядок, меняли гнилые доски и лавки, чистили емкости для воды, а также печь. На полке протопленной бани настаивали в молоке целебные травы. Так как бань в нашем современном мире в квартирах мы уже не встретим, да и в домах тоже, то мы вам предлагаем тщательно убраться в ванной, обходя каждый уголок. Смените шторку, коврики и просмотрите, у каких средств для гигиены и красоты истек срок годности. Согласно поверьям, нельзя мыться вечером после заката и до следующего дня. Считается, что в этот период человек будет более всего восприимчив влиянию темных сил. Также советуют не ходить в ванну и в одиночку. Одиноким людям стоит пустить в ванную комнату кошку или собаку на время банных процедур. Также 26 октября наши предки читали магические слова-обереги на ценные вещи, чтобы их никто не украл или же самому не потерять. Вещи клали на середину стола и трижды крестились. Затем над вещью держали икону Иверской Божьей Матери и говорили специальные слова, которые передавались из поколения в поколение. Но только нельзя было, чтобы чужой о них прознал, иначе они утрачивали свою защитную силу. В день Агафона матери новорожденных детишек брали в бане немного целебного отвара и сбрызгивали им малыша ивовой веточкой.
Также они верили в одну интересную народную примету, что таким образом смогут защитить кроху от сглаза и порчи. По традиции, на Карпа и на Агафонику проводили ритуалы и обряды, читали магические слова от различных болезней. А мы вам предлагаем провести ритуал от падучей. 26 октября вам нужно взять новое полотенце и обвязывать им дерево, проговаривая такие слова. Как полотном древа не сломить, так и раба Божьего называете имя, на землю болезни не положить. Будет стойко стоять, не будет пену пускать. Здоровье к нему придет, падучая зараза навек от него отползет. Аминь. После этим полотенцем перевязывали больного и читали над ним молитву «Отче наш» 9 раз. По народным приметам, холодная погода 26 октября предвещала скорое наступление зимы. Петухи ранним утром запели, то ждите тепла. А если петух вдруг начнет кукарекать вечером, то погода скоро переменится. Облака с юга быстро по небу бегут, ждите непогоду. Ну а красные облака – это были облака перед дождем. Кучевые облака на восходе, погода будет переменчивой. Иней к осадкам, а если кошка долго в окно смотрит, то к теплу. Далекие предметы кажутся близкими, это к дождю. Темно-синее небо к теплому и ясному дню. 26 октября именины празднуют Антон, Вениамин, Злата, Карп, Никита, Трофим, Иннокентий и Николай. Обязательно поздравьте их с именинами, пожелайте всего самого-самого наилучшего. По мнению наших предков, люди, рожденные в этот день, 26 октября, обладают лучшими человеческими качествами. Благодаря своим человеческим качествам, человек, рожденный 26 октября, всегда придет на помощь другому. У таких людей, правда, есть недостатки. Довольно часто добротой тех, кто рожден 26 октября, начинают нагло пользоваться окружающие. Что же касательно толкования снов 26 октября, то сны нынешней ночи откроют человеку знания, которые понадобятся ему в самое ближайшее время. Их сюжет может рассказать о том, как решить важную жизненную проблему. Во сне подсознание доходчиво это продемонстрирует. Увиденные этой ночью символы нынешнего дня – это ключ, письмо, книга, свиток или манускрипт – сулят скорые жизненные перемены. А вот сон, в котором вам пригрезилась лягушка или жаба, считается неблагоприятным, так как сулит большие финансовые трудности. Причиной этому может стать ваша чрезмерная жадность или, напротив, расточительность. Если вы увидели во сне идеально ровный круглый диск Луны, вскоре вам улыбнется удача. Ну а если приснилась ящерица, которая символизирует предстоящие хлопоты, знаете, что ваши попытки что-то исправить окажутся провальными. Ну а если вы услышали во сне кваканье лягушек, вам следует присмотреться к своему окружению, так как кто-то из этих людей распускает о вас нелицеприятные слухи, тем самым портит вашу безукоризненную репутацию. А вот прекрасным талисманом, способным гармонизировать энергию своего обладателя, является любое изделие из серебра в форме солнечного диска или бога солнца. Если непрерывно носить его на теле, то он поможет вам обрести гармонию с самим собой и выбрать правильный путь в жизни. Давайте теперь поговорим о том, что же нельзя делать 26 октября. Итак, друзья, на День Агафона, который по народному календарю мы все отмечаем 26 октября, у наших предков существовали особые запрещающие народные приметы, которые объясняли, что нельзя и что можно делать в этот день. Поскольку 26 октября называли банным днем или банным обиходием, то и многие запреты этого дня были связаны с баней и правилами поведения в ней. Так, по народным приметам, 26 октября нельзя было заходить в баню, не сняв нательный крест, поскольку банник, банный дух может взбеситься, увидев крестик, и начать кидаться камнями, или же разозлиться и начнет обливать всех кипятков. В день Агафона нельзя выходить из бани лицом вперед, иначе банный дух напоследок кинет в спину горячим углем. Поэтому, помывшись, лучше выходить спиной, оставив баннику подарок. Это может быть кусочек мыла, мочалка и полотенце.
Также 26 октября нельзя, находясь в бане, рассказывать о своих планах на будущее, а также вести деловые разговоры. Банник постарается, чтобы ничего не получилось. В Агафонов день в бане или сауне нужно заниматься очищением тела и души. Дружеские беседы за чашкой чаю, поскольку алкогольные напитки банный дух не переносит. Тот, кто все-таки рискнет употребить спиртное, будет наказан скорыми денежными проблемами. Не стоит 26 октября разговаривать с малознакомыми людьми. Среди них могут быть и обманщики. Сегодняшний день вовсе считается непростым, так как каждый будет норовить обмануть, обидеть или даже подставить. Поэтому в день Агафона надо быть осторожнее со всеми окружающими, ведь среди даже близких людей могут встретиться непорядочные. Не разрешается 26 октября ругаться, конфликтовать и спорить как на работе, так и дома. Сегодня надо стараться соблюдать уважение друг к другу, ища компромисс. Тот же, кто будет ссориться, может сильно пожалеть об этом. По народной примете у него начнется черная жизненная полоса. 26 октября ни в коем случае нельзя оставлять драгоценные вещи в незащищенном и доступном месте, иначе их украдут или же они будут безвозвратно потеряны. Самое главное в день Агафона прочитать над ценностями молитву «Отче наш», а после положить их в коробочку, шкатулку или место, где хранятся все драгоценности, и обязательно трижды перекрестить. Друзья, вот такой у нас с вами день, 26 октября, по народным приметам и церковному календарю. Мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех благ! Услышимся в следующем видео.